Всем привет! Сегодня у нас необычный расклад. А где в этом всем ты? И прежде чем начать, сразу скажу, решил колоду испробовать на более глубокие расклады и посмотрим, как она себя покажет. Итак, кстати, макет на эту колоду вы можете взять на бусте, распечатать себе. Можете в магическом чате попросить девочку распечатать вам колоду и отправить. Итак, ссылки все в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Все карты читаем по одной. И первая сигнификация, кто ты, что ты за человек. А ты умеешь находить свет в любой тьме. Даже когда кажется, что все рушится. Твоя сила — это видеть выход там, где другие руки опускают. Ты знаешь, ты как фонарь для тех, кто рядом. Друзья-подруги идут к тебе за поддержкой, потому что знают, что ты упасть не дашь. Но ты сама редко просишь помощи взамен. Ты думаешь, что должна справляться сама со всем, да? Потому что тебя считают опорой. И внутри у тебя уже усталость. Но ты продолжаешь светить, потому что ты боишься кого-то подвести. Ты свои сомнения за улыбкой прячешь. А вместо отдыха ты там берешь еще одну задачу. Ты как маяк, который работает без остановки и работает. Но рано или поздно лампочка ж перегорит. Твоя проблема, она не в слабости. Она в убеждении, что отдых — это предательство тех, кто на тебя рассчитывает. Где ты себя теряешь в суете жизни? Ну, знаешь, ты себя теряешь там, когда вот тащишь чужие проблемы на своей спине. Коллега опять не доделал отчет к сроку, ты задерживаешься вечером, чтобы спасти его. Подруга тебе плачется в 3 часа ночи про проблемы с парнем. Ты всех слушаешь, ты всем советуешь, а сама ты валишься с ног. Ты не можешь сказать «нет», потому что ты боишься показаться эгоисткой. И в итоге на свои дела у тебя остается, как говорится, 5 минут перед сном. Ты даже забыла, когда последний раз книжку читала просто так. Не для работы, а вот именно просто так. Ты отменяешь планы с собой, потому что кто-то нуждается в тебе сильнее, чем ты сама. Знаешь, ирония в том, что когда тебе самой плохо, ты молчишь. Вдруг твои трудности там, как сказать, навязаны будут кому-то, да, кого-то обременят. И ты превращаешься в фон для чужих историй, а своя жизнь мимо проходит. Что душа твоя шепчет, но ты не слышишь, а тут понятно. Душа тебе говорит: остановись ты, отдохни, выдохни. Но ты заглушаешь этот голос бесконечными своими вот этими «надо», там, «надо быть сильной», «надо успеть», «надо помочь», кто, если не я. Ты не замечаешь, как вот каждый день у тебя начинается с тревоги. Ты боишься звонка этого, как вот вибрации телефона, потому что у тебя телефон на беззвучке. Боишься почту проверить, на сообщение ответить, боишься не забыть про встречи. Тело твое, оно уже кричит. У тебя болит спина, у тебя постоянная головная боль, сон сбился. Но ты глушишь вот это все таблетками, кофе и прочее, вот эта ерунда. А причина проста. Ты боишься, что если ты сойдешь с дистанции, то тебя заменят.
что твоя ценность, она только в том, что ты полезная. Поэтому даже наедине с собой ты включаешь вот этот режим боевого коня, пахательного, не знаю, как правильно говорится, ну, который пашет. Знаешь, признай, что ты мечтаешь о дне, когда можно вот просто полежать, просто помолчать там у окна, а не какие-то чьи-то вопросы решать. Это не лень, это твое право на передышку, которое ты игнорируешь. Какие маски ты надеваешь, чтобы всем угодить? Знаешь, у тебя маска называется «все хорошо». Нет, даже не так, а вот «все отлично». Даже когда внутри у тебя ураган, буря, шторм. На работе ты изображаешь уверенность, хотя паникуешь из-за вот этих дедлайнов. В отношениях ты вид делаешь, что довольно малым, хотя ждешь большего. Для родителей ты дочь идеальная, успешная, проблем нет. Эти маски — это твоя броня. И у тебя в голове: если я покажу слабину, меня осудят, меня бросят, надо мной смеяться будут. Поэтому ты улыбаешься, когда хочется плакать. Киваешь, когда внутри протестуешь. И за этим всем стоит страх, что если ты настоящая не понравишься, то все тебя бросят. Ты так привыкла играть роль вот эту, что ты сама запуталась, где твое лицо, а где твой вот этот вот макияж, грим. И устаешь каждый вечер, когда одна остаешься, снимаешь все вот эти слои фальши. Ты просто вот задалбываешься. Что в тебе сияет, но ты показать боишься? А тут понятно. Ты людей умеешь объединять, создавать то, что другим не под силу. Ты могла бы вести команду, запускать крутые проекты, вдохновлять людей могла бы, но ты это все прячешь. Потому что что? Зависти боишься, хейтеров боишься. Тебе кажется, что если ты вперед вылезешь, то коллеги шептаться за спиной начнут, друзья отвернутся. Поэтому ты вид делаешь, что просто помогаешь, а не руководишь. Ты отдаешь чужим авторство своих идей, лишь бы не светиться. Ты даже повышение боишься попросить. У тебя в голове «я не справлюсь». И тут не скромность, нет, тут страх успеха. Ты не готова к тому, что тебя будут видеть, тебя будут обсуждать, тебя будут критиковать и так далее. Но твой талант строить мосты между людьми — это же дар. Пора его использовать, а не закапывать. А ты только закапываешь. Где ты свою уязвимость прячешь и вообще зачем? Уязвимость свою прячешь за стеной сарказма и за стеной дел. Когда тебя задевают, ты отшучиваешься. Когда тебе больно, ты уходишь в работу. У тебя страх такой, ты боишься, что если покажешь слезы, то тебя посчитают слабой. Или хуже вообще, жалеть начнут. Для тебя жалость вот как плевок в душу. Поэтому перед другими ты всегда вот этот, как его с Брюсом Уиллисом там, крепкий орешек всегда ты. Даже мужчине своему ты не говоришь, как тебе одиноко иногда. Предпочитаешь там дуться молча или там срываться по мелочам. И вот эта стена нарушится только ночью, когда никто не видит. А утром снова себя собираешь по кусочкам. Зачем? Да потому что в семье так учили. Не ной, терпи. И теперь сама ты себе не даешь права на слабость. Но знаешь, правда в чем? В том, что уязвимость — это не провал, это твоя человечность. Понимаешь? Кем ты станешь, если найдешь свое место в этом мире? Но знаешь, ты тем человеком станешь, кто выбирает себя без вот этой оглядки на чужие ожидания.
То есть перестанешь по вот этому кругу бегать, угодить, доказать, заслужить и прочая вот эта ерунда. Работу найдешь, где ценится твой ум, а не твоя выносливость, а ты умная. Но ты свой ум заменила выносливостью. Я не буду давать какие-то советы, лишь бы работать, 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 лишь бы не замечали. А в итоге ты потом окружишь себя людьми, с которыми не надо маски носить. Ты себе сама разрешишь быть неровной, иногда уставшей, там, иногда злой, иногда неправильной. Перестанешь извиняться за свои желания. Купишь вон тебе ту красную платьюшку, которая вот для тебя сейчас слишком яркая. На танцы запишешься вместо там курса по английскому. Главное, ты себе доверять начнешь. И не будешь каждый шаг сверять с мнением мамы, с мнением подруг, с мнением вообще социума. Поймешь, что твое место, оно там, где ты дышишь полной грудью, а не там, где надо, понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Так и знал, что вылезет человек с десяткой жезлов. Трактовать не нужно. Кто ты, что ты за человек, тащишь все на себе. Без вот этих пауз, без просьб о помощи, просто берешь задачи, обязанности, даже чужие проблемы. И вперед от бедра, даже если сил нет. Ты уверена, что если не ты, то никто. Ни на работе, ни дома. У тебя, знаешь, ответственность до дрожи в руках. У тебя фраза «я сама» — это у тебя, наверное, второе имя. И ты не жалуешься, потому что ты считаешь, что слабость показать значит всех подвести вокруг. А внутри-то усталость копится. Но ты глушишь свою усталость вот этими мыслями: «Надо доделать, потом отдохну, надо». Ты сильная, но эта твоя сила, она клеткой стала. Ты вообще не позволяешь себе скинуть груз, даже когда тебе реально вот тяжело, когда тебя придавило уже. А корень, конечно, в детстве. Тебя хвалили вот за помощь маме, за самостоятельность. И теперь бессознательно ты ждешь, что только труд и вот этот надрыв принесут тебе признание. Но это ж тупик. Ты сама себя теряешь в этом беге. Ты забываешь о себе. Ты забываешь, что можно просто остановиться и спросить: а где я-то в этом всем? Где ты теряешь себя в суете этой жизни? Ну, знаешь, в попытках угодить всем ты себя теряешь. Соглашаешься на ненужные для тебя встречи с подругами, которые очередную хренотень придумали. Берешь не свои задачи. Да, говоришь, когда внутри бурлит твое «нет». Ты играешь роль удобной, предсказуемой и безотказной. Потому что ты боишься, что если ты скажешь там «не хочу» или там «мне это не подходит», то тебя отвергнут. И сразу что делаешь? Надеваешь маску хорошей девочки. На работе ты исполнительная, с подругами веселая, с семьей ты заботливая, а внутри пустота. Потому что за всеми вот этими «да» прячется твой голос, который прям орет тебе в ухо: а что я-то хочу, что я получу.
Вторая выгода в том, что угождая, ты избегаешь конфликтов и получаешь короткое вот это спасибо, которое тебе нахер не уперлось. И платишь ты за это дорого. Твои настоящие желания, твои границы, твои мечты, они тонут в этой спешке. Ты не живешь. Ты обслуживаешь чужие ожидания. Что твоя душа шепчет, но ты не слышишь? А душа тебе орет, хватит бояться быть яркой. Тебе же есть огонь, тебе до хрена харизмы, уверенности. Ты за собой можешь людей вести, зажигать идеями, быть центром внимания, но ты все это гасишь, потому что в детстве что? Сказали, не высовывайся, будь скромной, девочки так не делают, а что люди подумают? И вот это тебе очень сильно знакомые фразы. Ты свою силу прячешь под вот этим «я просто же помогаю». Это не я, это команда на работе, да? Ты боишься, что если ты заявишь о себе, то тебя посчитают там эгоисткой или назойливой. И внутренний конфликт, с одной стороны, жажда быть замеченной, а с другой — страх осуждения. Твоя уязвимость, она спрятана за имиджем, типа «все под контролем». Сомнений ты не показываешь, ошибок не показываешь, усталости да вы чё? Потому что ты думаешь, если меня настоящую увидят, то разочаруются. Они узнают, что я не робот. Но люди ж тянутся к искренности, а не к идеальным картинкам. А твоя сила, она в правде. В особенности с самой собой. Потому что себя ты это обманываешь. Чуть не сказал. Какие маски ты надеваешь, чтобы всем угодить? Ну, у тебя основная маска, самая любимая, которая к тебе суперклеем пришпандорилась. Я справлюсь. Даже когда тебя колбасит от стресса, ты улыбаешься и говоришь, все хорошо, я сама все решу. На работе это выглядит как сверхответственность. Ты берешь там всякие задачи, которые даже не твои, лишь бы не подвести там коллег. В отношениях ты всегда терпишь то, что тебя не устраивает, потому что ты боишься испортить атмосферу. Вот такая ты умничка. С родными ты о проблемах о своих молчишь, чтобы не грузить их. И вот эта маска, она выгодна тем, что ты получаешь статус надежного человека. А внутри-то что? Злишься. Ты злишься, что тебе не спрашивают, а тебе помочь, а тебе тяжело. Останови это. Сбрасывай маску хотя бы с близких, понимаешь, с близкими. Скажи там, я не справляюсь, или там, мне нужна там поговорить, поддержка нужна. Истинная же близость, она там начинается, где ты разрешаешь себе быть живой, а не вот этой железной. Что в тебе сияет, но боишься показать? Творчество. Творчество в тебе горит. Ты можешь придумывать, ты можешь создавать, вдохновлять. Там любая или новая идея, проект, там рецепт какой-нибудь, совет подруги. Но ты это все прячешь, потому что ты не веришь, что это кому-то нужно. Ты боишься показаться странной. Или этой, как вот говорят, не в тему. Плюс ты ждешь постоянно идеального момента. У тебя в голове постоянно «вот я закончу дела, тогда займусь своим». Но такой момент, он не наступает никогда. Ты забываешь свои порывы. Вот этими графиками, обязательствами ты их закладываешь, свои порывы. Вот как, представь, как будто это вот подвал, чердак, вот ты туда вот свои порывы загружаешь и заколачиваешь досками под названием «мои графики», «мои обязательства» и так далее.
Вторая выгода, пока ты там не показываешь свой дар, тебя не критикуют, но тебя же и не хвалят. Разорви этот круг, поделись хотя бы мелочью, там, набросай картинку, которую ты мечтаешь нарисовать, эскиз, спой в душе, напиши пост какой-нибудь, перестань хоронить то, что делает тебя живой. Где ты прячешь свою уязвимость и вообще зачем ты это делаешь? Уязвимый за гиперопекой над другими ты прячешь. Вместо того, что там «мне страшно сказать», да, или там «я не понимаю», ты начинаешь спасать всех вокруг. Ты страна советов. Подруг утешаешь, решаешь проблемы родни, все организуешь. Это тебе дает иллюзию контроля. Пока ты помощник, тебя не тронут вопросы о твоих слабостях. А корни, конечно, в прошлом. Тебя хвалили, когда ты заботилась о младших. Родители утешало тебя хвалили. Теперь ты бессознательно повторяешь этот сценарий. Но это же ловушка. Ты копишь обиду, потому что ты ждешь, что кто-то заметит твою вот эту боль. Перестань быть этой не медсестрой, а вот этим санитаром в чужой войне. Разреши себе сказать, что я тоже устала, или там я сегодня не могу. Кем ты станешь, если ты найдешь свое место в этом мире? Цельной станешь. Перестанешь разрываться между вот этим «надо» и «хочу». Ты найдешь точку, где твои таланты и твои желания совпадают с действиями. Перестанешь как его, не присмыкаться, а подстраиваться под чужие ожидания. Ты будешь выбирать только то, что резонирует с тобой. В отношениях перестанешь роль спасительницы играть. Построишь равный обмен, где тебя слышат, а не тебя используют. На работе будешь брать те задачи, которые тебя зажигают, а не те, что вот престижно. Но самое главное, ты примешь свою силу и свою уязвимость как части одного целого. Ты не будешь себя делить на вот это вот «должна» и «нельзя». Ты просто будешь, и это будет твоя свобода, понимаешь? Понимаешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Сегодня у нас, надеюсь, интересный расклад. Первая карта «Кто ты, что ты за человек», остальные по одной читаем. Ну, а ты человек, который вот постоянно бежит вперед, но без четкого понимания зачем. Внешне ты там собрано, целеустремленно, все под контролем, а внутри тревога и путаница. Ты как будто в тумане едешь с этими выключенными фарами. За руль держишься, потому что ты боишься, если ты остановишь, то все развалится. И, конечно, тебя эта гонка выматывает. Но сойти с дистанции ты не можешь, потому что ты привыкла, что тебя ценят только за результаты. И еще выгода твоя в том, что пока ты в движении, не надо сталкиваться с чувствами, с настоящими. А это у тебя страх оказаться недостаточно хорошей. И ты себя теряешь, потому что ты подменила свои желания чужими ожиданиями.
А корень в детстве, когда как сказать, любовь давали вот только за оценки, да, за пятерки или то, что ты подмела хорошо. И теперь ты сама себя в эту клетку загоняешь. Начни вот задавать себе не «а что я должна сделать?», а именно «чего я хочу прямо сейчас?». Даже в мелочах. Чай или кофе, остаться дома или пойти погулять — это вернет тебя к себе. Где ты теряешь себя в суете жизни? Ну, знаешь, ты себя в бесконечных «надо» и «должна» теряешь. Берешь на себя слишком много, потому что ты «нет» боишься сказать. Выслушать подругу, организовать что-то там на работе, и все это на фоне собственной усталости. И выгода твоя, пока ты спасаешь всех, тебя все хвалят, тебя все ценят, аплодируешь, и ты чувствуешь себя нужной. Но ты платишь за это цену высокую. Свои интересы, свои желания, они на задний план уходят. Ты автоматически на просьбы соглашаешься, даже если сил нет, а потом злишься как на себя, так и на других. И внутри конфликт. Хочешь отдохнуть, но страшно, что без твоей помощи мир рухнет. У тебя установка в голове. Я должна быть сильной. Она не дает тебе попросить про поддержку. Корень, конечно же, когда тебя любили только за заботу о других. И теперь ты продолжаешь этот сценарий, но уже на пределе. Пора же границы ставить. В следующий раз, когда тебя попросят о чем-то, просто паузу возьми. Скажи, мне нужно подумать, не так же тяжело это сказать. Откажи хотя бы в одном каком-то мелком деле на следующей неделе, например. Что твоя душа шепчет, но ты не слышишь? Остановись, она тебе шепчет. А что тут еще? Ты заглушаешь вот этот голос, который просит тебя остановиться, делами, соцсетями, сериалами, лишь бы не слышать тишину. На самом деле ты устала и передышки хочешь, но ты боишься. Боишься, что если сойдешь с дистанции, тебя заменят. И еще в голове, пока я в суете, не приходится с неприятными вопросами сталкиваться. Работа радости не приносит, отношения не приносят тепла. Это ты боишься понять. Поэтому автоматически ты заполняешь каждую минуту делами. Как будто пустота, она страшнее усталости. А внутри тоже конфликт. Тело тебе прям орет: поспи, отдохни, а ты заставляешь его работать еще больше. Надо же быть там продуктивной. Это твоя продуктивность превратилась в пытку. Ты боишься оказаться ненужной. Это твой страх. Тебя родители хвалили только за достижения, поэтому нужно быть нужной. Пора разрешить себе безделье. Вот хотя бы 2 часа в неделю просто поваляйся на кровати, без вот этого твоего чувства вины. И не оправдывайся, потому что ты заслужила отдых, просто потому что ты живая. Не потому что ты что-то сделала, а потому что ты живая. Какие маски ты надеваешь, чтобы всем угодить? Маска «у меня все зашибись». То есть ты улыбаешься, хотя внутри пустота. Говоришь: я, справлюсь, даже когда ты на пределе. Ты миру показываешь свою там ухоженность, успехи, стабильность. Все то показываешь, что от тебя ждут. И делаешь это, потому что ты боишься, если настоящую себя покажут, тебя оттолкнут. Еще за этой маской ты себя чувствуешь защищенной. Никто не лезет в твои раны, никто не видит твоих слабостей. Но это ж клетка твоя. Ты начинаешь верить, что люди любят тебя вот только за твою обложку, а не тебя настоящую.
И на автопилоте ты все проблемы скрываешь, даже от близких. Хочешь искренности, но ведь уязвимый страшно быть, да? У тебя в голове такая установка: надо лицо держать. Она заставляет тебя терять связь с самой собой. А корень в чем? В том, что тебя когда-то высмеяли за слезы, за ошибки. Теперь ты их прячешь. Пора снять эту маску. Хотя бы для одного человека. Расскажи ему там, что сегодня было тебе тяжело. Не приукрашивай. Настоящие отношения, они там начинаются, где кончаются фальшивые улыбки. Понимаешь? Это не только с мужчиной, с параллельным полом, с параллельным, говорю, с противоположным полом работает, но и в дружеских взаимоотношениях. Что в тебе сияет, но ты боишься показать? Интуиция и глубокая мудрость. Ты людей чувствуешь прям кожей, но ты не доверяешь этим ощущениям. Ты прячешь это, потому что ты боишься показаться там нелогичной, там слишком мнительной, чувствительной, странной. А в голове: пока я игнорирую внутренний голос, не нужно брать на себя ответственность за какие-то решения смелые. Безопаснее сделать, как все, да? Но это же гасит твою искру. Ты действуешь по шаблону, а не по зову сердца. Все вот эти вот интуитивные озарения, инсайты ты перепроверяешь мозгами до тех пор, пока они не потеряют силу. Тело тебе подает сигналы: не иди туда, или там это твой шанс, а ты ведь делаешь, что не слышишь. Надо же быть рациональной, скептиком. Это все блокирует твой главный дар. А корень, то, что тебя критиковали за какие-то спонтанные поступки, тебе говорили: ты странная. Ну, ты взрослый уже. Пора начать доверять себе. В следующий раз, вот когда почувствуешь внутренний толчок, да, сделай маленький шаг в его сторону. Даже если это будет просто там стоп или да, без вот этих объяснений. Где ты свою уязвимость прячешь и зачем? За сарказмом и контролем? Ты шутишь над больным, составляешь планы на год вперед, раскладываешь все по полочкам, лишь бы не признать, что тебе страшно или одиноко. Шутишь над больным, это я имею в виду, вот шутишь над своим одиночеством. Хотя у тебя внутри одиноко, пусто. И все это делаешь, потому что ты боишься. Слабость, если покажет, то тебя сломают. И пока ты там в роли вот этого крепкого орешка, тебя уважают и не пробуют ранить. Но это же отрезает тебя от тепла. Люди же броню твою видят, а не просто человек. Автоматически ты все серьезные разговоры в шутку переводишь, которые вот касаются твоих чувств. Ты хочешь близости, но ты не умеешь ее принимать. Сразу строишь стены. И установка в голове: слезы — это стыдно. Вот эта установка, она не дает тебе быть живой. А корень в том, что тебя предали после откровенности. Теперь ты защищаешься, но ты тогда страдаешь от одиночества. Вот возьми свою там близкую какую-то подругу и в разговоре с ней сознайся вот в одной какой-нибудь маленькой слабости. Например, там: я переживаю вот из-за этого на работе. Вместо твоего привычного: все хорошо у меня. Кем ты станешь, если наконец-то найдешь свое место в этом мире? Будешь женщина, которая в согласии с собой живет. Перестанешь гнаться за одобрением, научишься слышать свои желания.
Будешь говорить «нет» без вот этого чувства вины, или «да» будешь говорить с радостью, а не потому что, как говорится, нужно так сказать. Твоя сила, она больше не будет связана с достижением. Ты просто начнешь ценить себя за то, что ты просто есть. Вместо твоих масок появится твоя настоящность, подлинность. Ты разрешишь себе и плакать, и смеяться, когда тебе захочется. Перестанешь теряться в этих чужих ожиданиях и найдешь свою ценность. С малого начни. Вот сегодня вечером проведи час наедине с собой, без планов, без телефона, и спроси саму себя, чего я хочу прямо сейчас, и сделай это, даже если это будет просто там чашка ромашкового чая. Ты заслуживаешь жить свою жизнь, а не вот этот чужой сценарий, который ты сейчас живешь. И всегда помни, что я с тобой рядом.